1815 год. В битве при Ватерлоу французский император Наполеон Бонапарт терпит окончательное поражение, и 2 десятилетия войны в Европе подходят к концу. Державы-победительницы – Австрия, Великобритания, Пруссия и Россия – встречаются в Вене, чтобы решить судьбу Европы. Границы государств и империй перекраиваются. Российский император Александр I провозглашается царем Польши. Он также руководит созданием Священного Союза России, Австрии и Пруссии, который должен был гарантировать, что никакие революции больше не будут угрожать существующему порядку в Европе. Российская империя после победы над Наполеоном становится могущественнее, чем когда-либо. Но не все в России довольны новым положением дел. Группа аристократов, молодых офицеров желает иного будущего для страны, новой формы правления, радикальных реформ, а некоторые – даже свержения царя. В 1812 году Наполеон Бонапарт вторгся в Россию с самой большой армией, которую когда-либо видела Европа. Эта кампания должна была стать венцом его военной карьеры. Но он недооценил решимость русских. 4 месяца спустя жалкие остатки Великой армии начали свое печально известное отступление из Москвы. Русская армия с союзниками по коалиции гнала войска Наполеона через всю Европу, сражаясь в гигантских битвах в Германии и, наконец, достигла самого Парижа. Отречение Наполеона от престола стало моментом триумфа для императора Александра и для России. Для многих молодых российских офицеров, впервые оказавшихся за границей, это также был незабываемый опыт. Российская империя была самодержавной монархией. Ею управлял император с неограниченной властью. Не существовало ни политической оппозиции, ни конституции. Не было ни свободы слова, ни права на справедливый суд. Более половины россиян были крепостными крестьянами, без прав, свободы и надежды на улучшение положения. Их статус наследовали их дети. Неэффективность, не говоря уже о несправедливости такой системы, становилась все более очевидной даже для российского дворянства. В Европе русские офицеры побывали в странах, где крепостное право было сметено войной и революцией, где монархи даровали подданным конституцию, которая ограничивала их власть, защищала свободы и признавала верховенство закона. Многие вдохновились этим и стали мечтать о подобных реформах в России. Но мало кто верил в то, что император Александр поможет их делу. В ночь на 11 марта 1801 года отец Александра, император Павел, был задушен до смерти группой недовольных армейских офицеров. Александр вступил на престол в возрасте 23 лет. Неэффективность и хаос правления его отца привели его в ужас. В 1797 году он писал своему воспитателю: «Говоря коротко, благополучие государственное никого не заботит. Абсолютная власть все решает сама и действует вкривь и вкось. Все назначения не по достоинству совершаются, а лишь в зависимости от высочайшего расположения. Несчастное отечество мое пришло в состояние неописуемое. Земледелец утеснен, торговля затруднена, свобода и личное благосостояние уничтожены. Вот картина нынешней России. Судите, каково мне это видеть». Молодой Александр проявлял большой энтузиазм в отношении реформ, обнадеживающий знак для русских аристократов, которые хотели видеть более современное российское государство.
В 1803 году Александр издал указ о вольных хлебопашцах, разрешивший помещикам освобождать своих крепостных. Многие надеялись, что это был первый шаг к освобождению всех крестьян. В 1808 году главным советником Александра стал блестящий, либерально настроенный Михаил Спиранский. Он подготовил создание Государственного совета, совещательного органа при императоре, и даже начал работу над Российской Конституцией. Но в 1812 году интерес Александра к реформам неожиданно угас. Сначала враждебная реформам фракция, возглавляемая сестрой императора, великой княгиней Екатериной Павловной, добилась отставки Спиранского. А затем в Россию вторгся Наполеон. В этот момент наивысшего кризиса Александр оказался охвачен религиозным рвением, чувством личной миссии и национальной судьбы. «Сожжение Москвы, — говорил он, — озарило его душу. Он осознал, что либеральные реформы были дорогой к анархии и хаосу. Они представляли собой недопустимый риск для святых институтов России. Все офицеры, вернувшиеся из Европы с надеждами на реформы, были жестоко разочарованы. Александр нанес еще большее оскорбление, даровав либеральную конституцию не России, а своему новому королевству Польше. 3 года спустя, когда Александр поднял вопрос о возможности принятия российской конституции на основе этого польского эксперимента, это оказалось пустым обещанием. Идеалистически настроенные молодые офицеры, еще более отчужденные, чем когда-либо, решили, что если император не возьмется за дело, то действовать придется самим. Они начали организовывать тайные общества и планировать революцию. К тому времени многие аристократы уже состояли в тайных обществах. Масонство пришло из Европы в XVIII веке и было популярно среди армейских офицеров. В 1816 году офицеры престижных гвардейских полков, расквартированных в Санкт-Петербурге, создают новое тайное общество «Союз спасения». А 4 из его основателей сыграют ведущую роль в революционном движении, получившем название «Декабристы». Никита Муравьев, капитан штаба гвардейской дивизии, 31 год на момент восстания. Он разработает один из основных планов конституционной реформы. Подполковник Сергей Муравьев-Апостол, 30 лет на момент восстания. Он возглавит восстание декабристов на Украине. Полковник князь Сергей Трубецкой, 36 лет на момент восстания. Герой войны из одной из самых знатных семей России, Трубецкой будет выбран руководителем восстания в Санкт-Петербурге. И полковник Вятского пехотного полка Павел Пестель, которому на момент восстания было 33 года. Тоже герой войны, тяжело раненый при Бородино. Он был блестящим, хотя и бескомпромиссным офицером, и одним из самых активных и радикальных членов Союза. Он выступал за смерть императора и создание Российской Республики. В 1818 году Союз спасения объединился с другим тайным обществом – Орденом русских рыцарей, образовав Союз благоденствия, в котором состояло уже более 200 членов. В его уставе «Зеленой книге» излагались принципы организации Союза, а также обязательства по образованию населения в отношении идеалов просвещения о добродетельном, нравственном гражданстве. Предполагалось, что это обеспечит более широкую поддержку реформ среди российской элиты. Только доверенному внутреннему кругу были известны более радикальные, долгосрочные цели Союза – установлению конституционного строя и отмены крепостного права.
Лидеры Союза Благоденствия были мудры, когда проявляли осторожность. Законы об охране порядка постепенно ужесточались, а император, как нам сегодня известно, был осведомлен о существовании таких тайных обществ. Но не велел что-либо предпринимать, сказав одному придворному: «Вы, которые служите мне с самого начала моего царствования, вы знаете, что я разделял и поощрял все эти мечты и эти заблуждения, не мне подобает быть строгим». Однако его новый ближайший советник, генерал Алексей Аракчеев, не разделял такую сдержанность. Он руководил реформированием русской артиллерии во время наполеоновских войн и славился безжалостной эффективностью, буйным нравом и полной преданностью императору. Он ненавидел почти все, что связано с Западной Европой. «Мягко говоря, по-французски дело не сделаешь», — заметил он однажды. В 1819 году он был назначен ответственным за новую затею императора – военные поселения. Замысел заключался в сокращении расходов на содержание огромной российской армии за счет совместного проживания солдат и крепостных крестьян в новых деревнях, которые фактически были военными лагерями со строгой дисциплиной. Это было жестокое, суровое решение, приведшее лишь к несчастьям, беспорядкам и росту недовольства режимом. Аракчеев также ввел новые строгие стандарты дисциплины и поведения в армии. Солдаты, победившие Наполеона, теперь подвергались бесконечным парадам и проверкам. Мелкие нарушения жестоко наказывались. Офицеры, возражавшие от имени своих подчиненных, были уволены. В 1820 году протест лейб-гвардии Семеновского полка, одного из самых привилегированных подразделений в армии, привел к еще более жестоким наказаниям. Для лидеров декабристов это стало доказательством того, что даже элитные полки не были довольны режимом. Они могли бы действовать в соответствии с сложившейся к тому времени традицией, совершить дворцовый переворот, возглавляемый гвардейскими офицерами для обеспечения династических и политических перемен. Так думали декабристы. Главная задача – быть готовыми, когда наступит момент. К 1821 году членство в Союзе Благоденствия быстро росло. Это очень не нравилось основателям, которые не доверяли новым членам и опасались раскрытия. Союз был распущен. Самые надежные и преданные члены образовали две новые группы. Северное общество, созданное в столице России Санкт-Петербурге, и более радикальное Южное общество, базировавшееся в Тульчине, где несколько офицеров-декабристов были расквартированы со своими полками. Члены обоих обществ проводили время, тайно встречаясь на квартирах, обсуждая политические идеи до поздней ночи, читая запрещенную либеральную литературу, составляя планы и резолюции. Северное общество приняло в качестве программы проект Конституции Никиты Муравьева. Его умеренный документ превратил бы Россию в конституционную монархию, но в остальном он находился под сильным влиянием Конституции США 1787 года. Он также призывал к разделению властей между исполнительной, законодательной и судебной, каждая из которых устанавливала сдержки и противовесы для других. Исполнительная власть – император, верховный чиновник российского правительства, главнокомандующий вооруженными силами, руководитель внешней политикой и имеющий право налагать вето на законодательные акты. Законодательные органы – Народное вече или собрание, состоящее из Верховной Думы или Сената, и Палаты народных представителей. Отмена крепостного права, передел земли в пользу крестьянства и закрепление основных прав и свобод граждан. Право голоса ограничивалось имущественным цензом, исключавшим беднейших россиян. Россия также должна была быть реорганизована в федерацию, состоящую из 13 держав и 2 областей, каждая из которых имела бы свои органы власти и собрания. Однако в 1823 году новый участник поведет Северное общество в гораздо более радикальном направлении.
27-летний Кондратий Рылеев был еще одним ветераном войны и известным поэтом, страстным, красноречивым, преданным делу революции. Он прославился своей сатирой на ненавистного генерала Аракчеева, тайно распространявшейся среди аристократии. «Все, трепещи, тиран, за зло и вероломство! Тебе свой приговор произнесет потомство!» Рылеев презирал монархию во всех ее проявлениях. Он как-то заявил: «В мире не существует хороших правительств, за исключением Америки». Он оказался весьма влиятельной фигурой. Вскоре вокруг него сформировалось радикальное крыло Северного общества, разделявшее его идеи в пользу республиканской революции. Один из его друзей описал встречу в его квартире примерно в это время. В комнате было, должно быть, более дюжины человек, но сначала я ничего не мог различить из-за густой синей дымки трубочного и сигарного дыма. Они расположились на диванах и на глубоких подоконниках. Молодые Александр Адаевский и Бестужев сидели, скрестив ноги по-турецки на персидском ковре. Энергичный юноша с бледным лицом и выдающимся лбом поднимает бокал. «Смерть царю!» Тост принимается с волнением. Черные глаза Рылеева загораются в этот момент. Они поют за смерть царя. Ритмичное пение льется через открытые окна, чтобы все слышали. Ведущей фигурой Южного общества, базировавшегося на юге Российской империи, был полковник Павел Пестель. Он разработал для него собственную конституцию «Русскую правду». Этот длинный, незаконченный трактат был гораздо более радикальным, чем работа Муравьева. Пестель не отводил никакой роли императору в своей новой России. Прежняя верховная власть довольно уже доказала враждебные свои чувства против народа русского. Нынешний строй прекратит свое существование. Пестель призывал к революции под руководством Временного Верховного Правления, которое осуществит постепенные, но масштабные перемены. Две главные потребности России очевидны: преобразование государственного порядка и устройства и издание полностью нового уложения или свода законов, сохраняя при том все полезное и уничтожая все вредное. Крепостное право предполагалось отменить, а землю перераспределить в пользу крестьян, отменить сословные привилегии и предоставить право голоса всем гражданам России мужского пола. Северное и Южное общества оставались в тесном контакте, несмотря на серьезные разногласия между ними. Их по-прежнему многое связывало. Все они желали отмены крепостного права и воинской повинности, прекращения самодержавного правления, установления новых прав и свобод для русского народа. Более того, они чувствовали, что идут в ногу с духом времени, когда по Европе распространялись революции и заговоры во имя свободы. Такие явления подтверждали их убежденность в том, что перемены в России должны произойти в результате прямого действия, государственного переворота или революции. В 1825 году Павел Пестель узнал, что весной следующего года император Александр с братьями, свитой и ближайшим генералитетом планировали провести смотр войск на базе второй армии, расквартированной на Украине. Пестель задумал убить императора и совершить переворот с целью создания Российской Республики. Была назначена дата – 12 марта 1826 года. После срочных переговоров с Северным обществом радикальная фракция Рылеева согласилась начать одновременное восстание в столице. Но в декабре неожиданная новость шокировала заговорщиков. Той зимой император Александр посетил юг России, где, как он надеялся, климат улучшит слабое здоровье его жены.
Вместо этого Александр сам внезапно заболел и умер в Таганроге в возрасте 47 лет. Наиболее вероятной причиной смерти был тиф. Смерть Александра стала потрясением для всей России. Декабристы согласились, что лучшее время для проведения политических изменений – это восшествие на престол нового царя. Наступил их момент. Но поначалу никто не был уверен в том, кем окажется новый царь. Александр умер, не оставив законного наследника. По закону о престолонаследии ему должен был наследовать старший брат, великий князь Константин Павлович. Но Константин был в ужасе от перспективы стать императором. «Меня задушат, как задушили отца», — говорил он, когда речь заходила об этом. Поэтому в 1823 году, за 2 года до смерти, Александр подписал тайный манифест, по которому наследником объявлялся следующий по старшинству великий князь Николай Павлович. Но когда Александр внезапно умер, изменение порядка наследования все еще оставалось тайной, известной лишь нескольким членам императорской семьи. Вся Россия приняла Константина за своего нового императора. Духовенство, сановники и войска принесли присягу на верность. Присягнул старшему брату и сам великий князь Николай Павлович, решив, что лучше соблюдать обычаи, пока секретный документ Александра не будет обнародован. Константин, находившийся в Варшаве в качестве главнокомандующего польской армии, конечно же, не собирался занимать трон. Николай убеждал брата приехать в Санкт-Петербург, где он мог бы публично отречься от престола и положить конец смуте. Константин отказался. «Твоего предложения прибыть скорее в Петербург я не могу принять и предваряю тебя, что удалюсь еще дальше, если все не устроится в согласность воле покойного нашего государя». Тем временем декабристы в Петербурге проводят ежедневные встречи. Смерть Александра застала их врасплох. Но хаос междуцарствия предоставил им прекрасную возможность. Они привлекают к своему делу новых офицеров из гвардейских полков, проверяют людей, выясняют, на кого можно положиться, а на кого нет. Рылеев работает, не покладая рук. Все готовятся к предстоящему с невероятным энтузиазмом. Слухи, путаница и фальшивые новости вихрем проносятся по России. Великий князь Николай знает, что он не пользуется популярностью в войсках. Они считают его очередным солдафоном, чрезмерно увлеченным инспекциями и парадами. Теперь ему сообщают, что неизвестные армейские офицеры активно участвуют в заговоре против него. Он решает действовать первым. Ранним утром 14 декабря 1825 года Николай провозглашает себя императором России. В то же утро он требует присяги от всех чиновников и военных в Санкт-Петербурге. Присяга священна. Декабристы знают, что если войска присягнут, то их дело проиграно, и другой такой возможности не представится в течение десятилетий. 14 декабря для революционеров наступает решающий день, и до конца дня улицы российской столицы будут залиты кровью. Спасибо за просмотр. У нас есть телеграм-канал и группа ВКонтакте. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь. Там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. Отдельная благодарность Ният М и Битбул.